Доброго времени суток. Продолжаем серию по разработке мобильного приложения. Такое впечатление, если честно, что как будто бы я сервер настраиваю, а не делаю разработку под мобильное приложение. То есть у меня были ожидания такие, что да, окей, там разработка под мобилку — это одно, ну и сервак там чуть-чуть надо будет как-то поднастроить. Но я, наверное, часов 5 бился с серваком, мигрировал там с SQLite на PostgreSQL, настраивал сервак, перенастраивал сервисы, проверки, что прилетает, улетает, как должны обрабатываться ошибки. Ну, в общем, та еще кухня. Вот. И все для того, чтобы просто адекватно все работало базово, там ничего космического, not a rocket science, да, как бы простые какие-то базовые вещи. Хорошо. Давайте все-таки сделаем то, что мы планировали сделать. Ой, теперь у меня уже прямо боязно запускать эту виртуализацию. В прошлом видео, вы помните, у нас эти виртуалки не взлетели в мобилке. То мы их настраивали, и они даже взлетали, а то запустил, и ничего не работает. Сейчас уже испытываю душевные переживания насчет того, взлетит или не взлетит мобилка, виртуалка. Хотелось бы, чтобы взлетела. Так, и сейчас уже тогда запустим клауды. Модель Opus самая модная, 1 миллион контекста. И надиктуем ей, чтобы она уже что-нибудь начинала там думать, делать. Я хочу, чтобы ты сделал залогинивание как у Гугла. То есть вначале пользователь вводит email, посылается запрос на сервер и проверяется в базе данных, есть ли такой пользователь или нету. Если такой пользователь есть, то тогда уже ему мы даем возможность залогиниться. А если его нету, то тогда мы его пускаем по направлению регистрации. То есть это принудительно в зависимости от данных, которые уже содержатся внутри сервера. Вот. Странно, я до записи с вами, я зашел, попробовал, у меня взлетела мобилка, все хорошо, нормально, классно запустилось. Может, как-то физическая мобилка ее блокирует, ее взлет. Ну, давайте попробуем еще раз просто перезапустить. Может, все взлетит и все, чтобы долго не раздумывать. Так, и давайте ему скинем инструкцию, как со мной работать. И сбросим ему проект дизайн, чтобы он понимал, что и как делать. И в том числе сбросим ему из документации спецификацию, как вот он спрашивает у нас, я не успел ему отправить вот эти вот документы. Я думаю, после этих документов у него будут или другие вопросы, или они исчезнут. Так, ну, виртуалка не взлетает. Какая разница между тем, что было и что стало?
Я вижу разницу в подключенном устройстве уже, который подключен. Давайте я попытаюсь тогда поставить на паузу его. Могу ли я его поставить на паузу или подключить, отключить? Сейчас я попытаюсь грубо сделать. Вообще грубо сделать. Я попытаюсь в холодную отключить. Он как знал, сам решил отключиться, но я его еще не отключал. Сейчас я попытаюсь отключить видео. При этом должно... Да, голос у меня продолжился вроде бы. И сейчас пробую повторно запустить Android Studio. И попробую запустить виртуалку. Ну да, отправь репорт, пусть будет. Барабанная дробь. Запустится ли мобилка виртуальная при отключенном физическом девайсе? Я не вижу, чтобы что-то как-то особо подключалось, взлетало или получалось. Поэтому я стараюсь продолжить видеотрансляцию. А с вот этим я бы хотел, наверное, тогда разобраться через командную строку. У меня сложности с виртуалкой. То есть она как-то не довзлетает, и меня это волнует. Диагностика проблемы. Когда я перезагрузил Windows и запустил виртуалку, виртуалка запустилась почему-то. Хотя, может быть, просто перезагрузиться. Давайте я просто перезагружусь. Чем выяснение каких-то моментов. Давайте я просто перезагружусь и все. Так, что у нас происходит? У нас происходит. Значит, мобилка запустилась. В чем была сложность? Когда мобилка запускается, она не должна здесь зелененьким так светиться. Она, то, что крутится, это нормально. И она появляется вот здесь вот. Running Devices. Просто туда надо было клацнуть, и вот она у нас появляется. Так что она и в первый раз, наверное, запустилась, просто я ее не видел. Что мы сейчас сделаем здесь? То есть я разработчика ИИшка, которая разрабатывает сервак, попросил добавить endpoint в документацию к фронтендеру, и вот сейчас общаюсь, что здесь необходимо сделать. Нет описания. Я, наверное, вот этот вопрос просто вставлю к этому. Ответь. Ну, и нажму ему, типа, ответь. Потому что фронтендер у нас что-то спрашивает по серверной части, которая только что была обновлена. Так что спросим. И глянем. Делаю так, пишу клиент, делаю вид, что endpoint уже есть, добавляю описание. Так. Сначала про endpoint. Важный момент, не нужно добавлять. Он уже есть на сервере, называется... Угу. Ну вот ответы, давайте почитаем его. То есть он не прочитал этот файл, хотя я ему вот
Сбросил его. Ну вот, сбросил. Он говорит, нету такого. То есть он попытался мне навязать свое название и просто по поиску поискал и говорит, такого нету. А файл не почитал. И только сейчас он уже читает файл до конца после пояснения разработчика серверного. Я на всякий случай спрошу. Ок. Так, что у нас здесь? Пиксель упал через 5 минут запуска. Так вроде вот, работает все. Или действительно упал? Упал так упал. Хоть запускается уже. Если запускается, уже классненько. Ну вот такой вот ответ от сервака. А насчет того, что лучше разнести в 2 файла. В принципе, да, неплохая вот эта вот практика, когда яишки между собой общаются и могут друг друга поправить, потому что у себя в голове сложно это все удержать. Вернусь ли я к использованию Paperclip? Я не знаю. То есть вот то, как сейчас я вижу, как все происходит, принимаю какое-то участие в разработке, принимаю какие-то решения, отвечаю на вопросы. Там это все просто яишки между собой общаются, то есть вообще без какого-то моего контроля. Не знаю, мне пока что это как-то не совсем близко, не совсем подходит. Может быть, да. Может быть, да, для каких-то простых вещей. То есть сейчас для меня каждый момент я не уверен, как делать, и мне необходимо вникать, понимать, разбираться. Если бы я делал что-то уже повторное, то, наверное, может быть, да. Просто поручить и контролировать какие-то контрольные точки, которые я уже знаю. Ну, я надеюсь, вы тоже все посмотрели видео, что мобильную разработку надо начинать с создания аккаунтов в Google. Вот. Регистрация Google Play Console заняла месяц, а начинайте до написания кода. То есть перед тем, как решите уже все делать, есть смысл активненько зарегистрировать все аккаунты, пройти верификации, оплатить. У меня заняло много времени. Ну, и там же в видео сказано, что есть у Гугла правила сейчас насчет тестирования, что там куча человек должно заходить, каждый день тестировать на протяжении там что-то 2 недель. И это правило можно обойти, если создать корпоративный аккаунт. То есть если вы простую ООшку, LLC, Limited Liability Company создадите,
то вы обходите это правило как юрлицо. Готово. Что сделал? Файлы. Мне понравилось. Мне понравилось, что две яички между собой общаются. Серверный, получается, контролирует фронтендера. Ну, так как серверный выписывал сервак, то, в принципе, почему бы и нет. Это очень даже и нормально. Ну да, вот тут вот запусти экспо. Все правильно. Может быть, у нас там мобилка не отображала приложение из-за того, что экспо у нас лежал. И может быть из-за этого краш там. Ок, все чисто, замечаний нет, проверил состав и могу подтвердить. Так, ну, серверный нам говорит, что все ок. Одна сразу полезная подсказка для прогона в ExpoGo. Email префикс на сервере имеет специальное поведение для тестовых запросов. Сервер не дергает resend и возвращает вы. Ну, нам это не сильно важно, потому что я думаю, что мы будем тестировать на живых каких-то штуках. То есть мы создадим какой-нибудь виртуальный email. Ну, он делает, видите, он делает вид, что он создает уникальный, то есть как будто бы там что-то крутит. Мы вчера или позавчера вот создавали виртуальный, и он нам создал точно такую же почту. То есть он не создает уникальную почту, он один раз создал почту и там, наверное, для каждого отдельного пользователя нарезает отдельно какие-то возможности и права. Вот мы это проверили сейчас по-простому. В точности то же самое. Так, этот мы закрываем. Я хотел тестировать, что не запускается пиксель, но пиксель у нас запускается. И сейчас мы посмотрим, что у нас. Так, порт 8081 занят. Что там? А я думаю, там же крутится тот же самый ExpoGo, но вроде бы я полностью выключал компьютер, поэтому почему он там висит, я не знаю. Я бы на 8081 его бы и переоткрыл. Но сейчас посмотрим, проверим. Ну, значит, я еще не перезагружал компьютер. Убей Стар, ну да, вот он понимает, что я не просто так спрашиваю эти все штуки, что я хочу его попросить убить старый процесс и запустить там наш новый. Просто тогда внутри виртуалки не надо будет ничего пересоздавать. Так, это уведомление про агента мы закрываем. Так, готово, старый экспо убит и порт свободен. Хорошо. Я надеюсь, уже где-то крутится. А где он крутится? Я не вижу, где он крутится.
Если он где-то крутится, то давайте его остановим. Я не вижу его остановить. Значит, это ошибка. Просто выйдем. Я надеюсь, что он падает при завершении. И что так он заново запустится. Сейчас посмотрим, как оно работает. Вот, загорелась вот эта вот штука. Running Devices. И вот он появился. А здесь что? Мы пробуем, можно ли что-нибудь печатать внутрь. А что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь слизнуть вверх, чтобы выйти из приложения, чтобы оттестировать вообще, все ли работает. Давайте я пытаюсь нажать вот сюда. Вроде бы он говорит, что запустил. Так, стоп. Так, продолжаем. Я обнаружил, как сделать это все, но не через эмуляцию, а просто через мобильный телефон. Тестируем, что у нас получилось. Так, а я могу использовать здесь... Ничего себе, прикольно. Я первый раз пользуюсь этой штукой. Я могу скопировать отсюда и вставить прямо сюда. Так, не удобно, что как-то слишком близко. Может быть, нормально. Меня проверила, и получилась проверка. То есть, как технически это произошло? Email считался в мобилке, был послан в базу данных, и меня послали на регистрацию. Я регистрируюсь, то есть такого имейла нету. Давайте проверим, что здесь. То есть подтверждение пароля, оно как-то прячется за клавиатуру, и оно сейчас спрятано за клавиатуру. Что сейчас сделано так, что пользователь не сможет воспользоваться регистрацией и даже пройти вот экран регистрации. Когда я как пользователь вхожу в input для введения имейла или для введения пароля, то у меня снизу экран перекрывается клавиатурой, и при этом тогда, когда клавиатура запускается у меня на мобильном телефоне, то все поля должны сдвигаться вверх в миниатюру. То есть они должны быть вверху с равнением вверх. Сделай, пожалуйста, эту реализацию. Вот, не зря я как-то не люблю мобильную разработку, но я так понимаю, что мне хочется ее сделать, и нужно ее сделать. Одновременное видео вам не покажешь, и надо тестировать это все, показывать вот мобильный телефон. То есть, конечно, да, не сильно. Ну, сложнее просто для меня. Хотя могу, конечно, попробовать это сделать. Опять же, переключаться там с видео на не видео. То есть вот я, допустим, включил видео.
но потом переключаться на... Да, так что... Или видео, или тестирование мобилки. Качественное, быстрое. То есть эмуляция через Android Studio как-то, не пошла у нас. Скажем честно, не пошла. Из плюсов, когда на мобилке, то работает все быстро. В эмуляции я там пытался слистывать, пытался клацать, оно так как-то вообще неуклюже происходит. А на мобилке, конечно, быстренько все летает. Вот, я надеялся, что разработка мобилки будет вот где-то вот так вот, как сейчас. На реакте мы что-то весело пишем, там, экраны рисуем. Столкнулся с кучей серверных вопросов. Фактически делаем, да, какой-то такой вот manual QA базовый. И присутствуем в луп, вроде бы оно петля обратной связи, а человек, присутствующий в петле, на русском языке как-то звучит вообще не очень угрожающе. Или наоборот, так, готово, сделано. Выключаю Droid камеру. Переключаюсь на мобилку. Запускаю там, где наше приложение. И смотрим, что у нас есть. Так, а нужно ли как-то перезагрузить? То есть вот, допустим, если сейчас я хочу перезагрузить это все, то как мне это сделать? Изменить. Ну, допустим, я вот ушел назад и пытаюсь зайти. Как мне понять, что приложение перезагрузилось? Так, сейчас я выйду из самой программы. Слесну сам ExpoGo. Заново запущу ExpoGo на телефоне. Заново запущу эмуляцию, трансляцию. Так, она поднялась. И заново запускаем наше приложение, потому что есть... Ну да, вот уже оно где-то там вверху. Это уже что-то новое. Все-таки надо было перезагрузить. Так высоко кликнуть не всегда удобно. Может быть, вначале оно должно быть внизу или по центру, ну, внизу где-то, а потом уже съезжать вверх, когда человек кликнул туда. Человек держит мобильный телефон в руках, и поэтому очень удобно, когда input находится внизу. Поэтому я бы предпочел, что пока клавиатура не появилась, чтобы input для введения имейла и кнопка, чтобы они были максимально низко внизу. А вот уже при инпуте, то тогда, при клике в input, то тогда уже он должен съезжать вверх. Сделай вот так, я так хочу. Так, это первое по UI-ке. Давайте тестировать.
То есть, допустим, вот этого email у нас нету в базе данных, но на него мы можем принять какой-то email для регистрации. Сейчас мы просто пытаемся пройти регистрацию от начала до конца. Тестовую. И... да, здесь я хочу красивую валидацию. А там, где вводится пароль, я хочу красивую валидацию, чтобы сразу там в активном режиме появлялось правило по паролям. То есть вот сколько надо символов, какие символы необходимо использовать, какие допустимы, и сразу показывать, какие из введенных символов недопустимы. То есть красненьким это то, что еще не достигнуто, или, допустим, что-то, что неправильно введено, то, что нельзя вводить, а зелененьким то, что уже выполнено. Это должно быть интерактивненько, быстренько на экране. Я хочу так. А сейчас это очень неинформативно. Написано просто 8 символов и все. Я хочу, чтобы оно на лету проверяло каждый введенный символ, и чтобы оно отрабатывало на уровне приложения, на уровне главного экрана, без обращения к каким-то бэкэндам, чтобы это все проверялось на фронтенде. Да, вот такие вот у меня пожелания. Я думаю, там просто все переписывается, поэтому сервак упал. Ну, еще вот, да, у меня пожелания дополнительные. Да, я вот так вот видел. Интересно он выбрал. Цвет 666. А что это такое? Какой это вообще цвет? Что это такое? Серый цвет. Интересно. Ну и выбрал же. Так, значит, перезапустилось приложение наше, по-моему. И вначале все появляется внизу. Давайте клацнем «Далее». Далее введите корректный email. Давайте скажем, что ошибка не в стиле приложения. Ошибки сейчас не в стиле приложения, то есть это какой-то виндовсовский стиль. Надо сделать все всплывающие уведомления в стиле приложения. Стиль, конечно, тоже я не выбирал. Какой-то такой агрессивный стиль. Но ладно. Нам для начала просто как-то. А потом уже можем поправить быстренько эти все стили. Для начала просто достигнем читаемости хорошей. А почему не транслирую видео? Потому что транслирую экран. Так, ну вот, мы оттестировали, то есть клацается внизу, и оно подскакивает вверх, и хорошо так отображается, классно. То есть если до этого оно некрасиво вверх уезжало, то сейчас оно прилеплено к вот этой вот области, и есть небольшой зазор. Мне нравится, это красиво, это хорошо, это привычно, это как у всех. Пробуем зарегистрироваться. Посылается запрос уже прямо из приложения в базу данных, и проверяется такой пользователь. А такого пользователя нету. И идет процедура зарегистрироваться. Вот идет активная проверка, то, что я просил. И у нас слетело. Я надеюсь, слетело из-за того, что просто переписался код и обновилось само приложение.
Да, то есть он переписывает код. Поэтому могло крашнуться приложение. Надеюсь, оно работает само по себе стабильно. И нестабильности с перезагрузкой связаны именно с изменением фронтенда, бэкенда. Ну, разве не прелесть? То есть то, что мы видим вот файл, в котором все это пишется. То есть мы структуру уже сразу более-менее запоминаем. Понимаем, где, как, что выписывается, что он заменяет, что он добавляет. Ну, то есть уже какое-то знакомство с проектом у нас происходит. Поэтому мне, во всяком случае, как-то cloud-код, который в консоль, в command-line интерфейсе, он какой-то более дружественный, более обучающий, информативный. Так, вроде бы все окей, все готово. Давайте пробовать. Так, супер. А теперь мы пробуем что-нибудь вводить. О, ну это уже красивенько. Я хочу кнопочку глазик. Я хочу, чтобы была кнопочка глазик, которая при том, что человек ее держит, показывает пароль, а как только отпускает палец с этой кнопки, чтобы пароль исчезал. В каждом из инпутов должна справа быть такая кнопочка в виде глазика такого серенького, ну, как обычно на сайтах и в приложениях. Вот так вот я видел процедуру разработки мобильного приложения, а не по-другому. Так, заглавные, спецсимволы и какая-то цифра. Ну, супер, мне нравится. А что будет, если пароли не совпадают? Ну, допустим, здесь мы наклацали, а здесь пароли не совпадают. Да, хорошо, молодец. То есть это он предусмотрел. Ну, давайте теперь уже используем какой-то пароль, который сможем воссоздать. И теперь у нас зарегистрироваться. Ну, пока что... Ну, или давайте попробуем зарегистрироваться. И сейчас мы должны прийти сюда и получить какой-то email. Сейчас нету проверки, зарегистрирован или нет человек. Я бы хотел, чтобы до этой кнопки необходимо было человеку подтвердить почту. Я хочу, чтобы ты привязал регистрацию пользователя к валидации его имейла. Инфраструктура и эндпоинты созданы. И поверх интерфейса, который сейчас есть, надо, чтобы была такая вот 50% прозрачности, дымка, что все нельзя использовать. Да, оно должно быть не кликабельное, и единственная там кнопка, которая должна быть, это верифицировать email. Ну и, соответственно, кнопка отправить email на... Ну и указывается email, который пользователь выбрал для регистрации. И написано, что для подтверждение, что это ваш email, ну и короткое пояснение, что для восстановления вашего аккаунта это важно, и для использования этого приложения это обязательно.
Вот что-нибудь такое. Сейчас я вижу, что я сразу провалился внутрь интерфейса приложения, что, ну, нарушает логику. Да, вот так вот я думал, что я буду разрабатывать мобильное приложение, а не в серваках ковыряться. Когда освободишься, то сделай вот это. А сейчас он реализует глазик, как я понимаю, то есть посмотреть. С кнопкой глазиком. Ну да, press and hold reveal. Да, именно вот это вот. Так, я хочу. Я думал, там я видел два варианта реализации. Первое — это нажал и постоянно смотришь. Второй раз нажал, и оно прячется. И второе — это как пока держишь, оно показывается, как только перестаешь держать, оно исчезает. Ну вот я решил реализовать так. Где у нас есть тут кнопка «Выйти»? Есть кнопка «Выйти». Ну, классненько. Кнопка «Выйти» есть. Это уже отрабатывает. Далее, у нас уже правильный дизайн. Ошибка, видите, корректный email. Окей. Допустим, мы вводим что-нибудь левое. Корректный email. Ну, допустим, там, может быть, стоит какая-то проверка. И мы вот так вот введем com. Ага, то есть он... Понятно. Понятно. То есть он примет любой, если он вида имейла. Изменить работает, возвращается назад. Если вот так вот, тоже отрабатывает. Если просто C. Если просто точка. Ошибка, некорректный email. Ну, в принципе, я доволен. Базово отрабатывает. Так, это он уже насчет имейла. Разработку ведет, я вижу. Update auth content with email verified state. Ну, супер. Мне нравится. Сейчас уже как-то весело, задорно. Так, что у нас так растянулось? Это я, наверное, вот так вот, да, клацнул или как? О, приклеилась к боку. Идеально. Ну так оно и было, да, получается. Хорошо. Если опускаем, то опускается ниже. Далее ошибка по центру. Я думаю, нормально. То есть смещается чуть-чуть. Вроде аккуратно выглядит. Ну да, как-то здесь сильно веселее идет тестировка, когда реальный девайс подключен. Я подумаю, может быть, подключить какой-то другой девайс для тестирования, чтобы видео все-таки было, получается, с одного мобильного устройства, а второе еще подключить для того, чтобы... Может быть, еще один тогда.
провод купить длинный. Так, что он переписывает? Это он уже Project Design. Project Design, если он уже начинает дописывать, значит, все хорошо, реализовал уже по коду, и можно тестировать, да. Перезапусти экспо. Ну да, давай. Дымка карточки, это то, что он ввел. Ну, отлично. Ну, я не уверен, надо ли перезапускать именно экспо, потому что вроде бы все и так применяется в активном режиме. Сейчас нас отсюда еще выкинет. Говорит перезапустить приложение. Да, хорошо. Сейчас перезапущу. Так, слистовое приложение. Запускаю его повторно. И запускаю трансляцию мобилки. Так, запускаю само приложение. Плохо. Давайте сделаем длинный скриншот. Хотя, может быть, этого будет достаточно. Сейчас загоню это в Cloud Code для расшифровки. Текст. И пусть расшифровывает. Расшифровка у нас здесь. Вот здесь вот. Он еще в процессе написания. Вот теперь я могу обновить. И уже здесь финальная версия всего. Это уже по нам. Говорит, иконки не может найти. Оказывается, у нас на 2 портах висел Expo-Go, хотя, в принципе, я просил только на вот этом вот запустить, а здесь убить процесс. Ну да, вот он нашел и доубил. Чуть-чуть дико звучит, да, вот это вот kill PID, убить процесс. Нет, чтобы завершить процесс. Так, экспо запущен. Хорошо, пробуем. Я выхожу из приложения, и я его заново запускаю. Запускаю трансляцию мобилки и кликаю на приложение.
Барабанная дробь. На самом деле как-то долго грузится. Первое наблюдение. Так, мне это не нравится. Нажимаю назад. Назад. Назад не... Домой и заново загрузить сервак приложения. Ну да, явно какая-то ошибка надо надиктовывать. Я думаю, есть какая-то ошибка, то есть приложение просто не загружается. Я вижу белый экран и синий ползунок такой вот по кругу, он вращается, показывает, что что-то загружается. То есть я зашел в ExpoGo, я захожу внутрь приложения, но я не могу войти внутрь приложения, проверить, все ли хорошо, может быть, я куда-то не туда захожу. То есть я вроде бы заходил уже в сохраненный 8081, куда и до этого, но, может быть, там как-то сервак переехал куда-то. Проверь, что не так, может быть, с кодом что-то не так, или я не туда вхожу. Так, ну давайте домой и подождем, что он скажет. Точнее, ждать не будем. Мы скопируем вот этот адрес и попытаемся его вставить. Нет, ну это да. Точно не так. Точно не так. Так, тут разрешаем ему выполнять. Разрешаем. Да, кто видел, наверное, мои первые трансляции, там я вчитывался в каждый запрос, что он делает, смотрел, перепроверял. Сейчас уже там, да, дальше, делай. Становлюсь уже профессиональным веб-кодером. Так, какие результаты? Я вижу, что он перестал просто делать что-то. Он подумал, что я его прервал, но я вроде бы никаких клавиш не нажимал, не нажимал. Работает. Ну окей, давайте сразу, чтобы не вчитываться, пробуем запустить демонстрацию экрана. И я запускаю наше приложение. И пока оно запускается, то вот мы уже будем там читать, что он пишет. В логах сервера моя сборка отметилась, твоего телефона не было, значит, код в порядке, сервер в порядке. Твое ExpoGo не достучалось до 8081, скорее всего, ты в ExpoGo тапнул на старый сохран. Проверь, где я сейчас в ExpoGo. На какой порт стучусь.
Ну и да, давайте вот это вот мы тогда повторно вручную введем домой и попробуем ввести вручную. Да, проблема была, получается, именно в этом. Удалим все и сохраним только один. Ошибка была в адресе. Все ок, спасибо. Так, мы тестируем какую-то фигню, вводим, он ошибку выводит. Мы пытаемся ввести наш email. Кстати, интересно, что тут будет. Некорректно, да? Хорошо. Это тоже некорректно. Здесь пошла проверка, запрос в сервак, пароль. Мы уже, кстати, если вы обратите внимание, не на регистрацию попали, а на залогинивание. И залогинивание, ну, я еще не настраивал вот эту вот всякую штуку, забыли пароль. То есть он еще не настроен. Нажимаю, видно. Отжимаю, не видно. Супер. Все работает. И какая-то там еще визуализация, да? Да. Ну вот я не знаю, как там должно быть зачеркнут. Когда глаз зачеркнут, наоборот, видно. А какие вообще нормативы по разработке мобильного приложения? Вот глазик, когда он показывается, он просто глазик, когда я нажимаю, то он зачеркнутым становится, но во время зачеркнутого я, наоборот, вижу символы. А как обычно, есть же, наверное, какие-то рекомендации у Android, есть рекомендации у Apple, как правильно, когда он должен быть зачеркнутым, а когда должен быть не зачеркнутым. Мы с тобой просто общаемся, я хочу услышать твое мнение, переписывать код никак не надо, просто общаемся. Ответь коротко, там, до 40 символов, до 40 слов, но до ответа мне проверь, пожалуйста, эту информацию и дай мне ссылку и цитату и перевод на русский язык, где ты увидел этот ответ, в каких guidelines по Android или по iOS. Так вот вроде бы простой вопрос ему задали, но пусть он чуть-чуть подумает. Так, мы хотим войти внутрь. Чтобы войти внутрь, нам нужен тот же пароль. Ну, кстати, давайте проверим с другим паролем. То есть вот мы ввели какой-то пароль. Нажимаем «Войти», и пошла проверка через сервак. Ошибка входа, неверный пароль. И у нас остается введенным email. Мне это нравится. И просят только перевести пароль. Ой, это как-то много всего. Это, наверное, мой запрос, который я скопировал для разработчика нашего. А вот это похоже на пароль. Да, похоже. И входим. Классненько, мне нравится. Хорошо. Подтвердите email, чтобы пользоваться приложением. Подтвердите, что действительно ваш. Это нужно для восстановления аккаунта при потере пароля и обязательно для использования приложения. Отправить письмо. После клика по ссылке в письме это окно закроется автоматически. Выйти и войти под другим имейлом. Класс, мне нравится. Давайте смотреть. Теперь у нас вот он, наш recent temp mail. И в нем мы смотрим, есть ли новая почта для нашего временного одноразового почтового ящика.
Пока ничего нету. Мы нажимаем на кнопку «Готово». Письмо отправлено на вот это вот странное название. Проверьте почту, включая папку «Спам». Классненько. Молодец. Готово. Окей. Давайте обновить. Ну, визуально я OTAJOH 343 home vela.com. Вроде бы да. Я не вижу входящего письма. А визуал отображается, а ты прикрутил функционал отправки письма к кнопке «Отправить письмо» на... или это пока что еще функционал бэкэнда не реализован? Ну, то есть на бэкэнде все это поднято, есть эндпоинты правильные, и есть все, что необходимо, то есть тебе писать бэкэнд никак не надо, тебе его нужно только использовать. А ты знаешь, понимаешь, как реализовать отправку действительно письма при клике на «Отправить письмо» на вот это вот. И, кстати, верстка там сделана с равнением налево, а весь блок идет с равнением по центру. Поэтому внутри кнопки «Отправить письмо» на и email там должно быть тоже равнение по центру. Видите, здесь вот так вот верстка как-то поехала. Тут у нас все так слажено по центру, по центру, по центру, и тут пум, поехало. А давайте попробуем пока выйти и войти под другим. То есть, да, вроде бы оно такое вот нажимабельное, чуть-чуть респонсивные кнопки, это классненько. Выйти и войти под другим, ну, то есть получается. Функционал прикручен. Text Align Center. Вроде говорит, что все посылает. Сервер шлет письмо, мы показываем готово, проверить почту. Так, ну вот. Сейчас спросим у нашего серверного разработчика. Проверь, что у нас получается. То есть я, с одной стороны, вижу, что фронтендер сделал правильную логику реализации, что я вхожу, регистрируюсь, все работает, и на стадии валидации имейла у меня есть уже вопросы. Какие у меня вопросы есть? У меня есть вопросы, что имейл, по-моему, не присылается. С одной стороны, я не до конца уверен, потому что это временная одноразовая почта, и я не могу быть уверенным, доходят ли туда письма. Можешь ли ты посмотреть, приходила ли команда по валидации для имейла вот такого вот? То есть происходил ли API-запрос от мобильного для валидации? Меня вот такое вот интересует. То есть можешь ли ты посмотреть на уровне там базы данных, на уровне связки, на уровне логирования, если это у нас как-то логируется, то есть происходит ли это все. Ну, для начала, да. Вот так вот. И можешь еще просмотреть сам проект, действительно ли правильно ли там это все реализовано.
И давайте ему сбросим, где проект находится. Посмотрим, когда был последний коммит. Это мобилка наша перекрывает тогда. Чуть-чуть поднимем ее. Да. Ну, достаточно давно был коммит. Коммить. И мы пока что скопируем для нашего серверного, где все находится, и он что-нибудь там подумает и нам, может быть, что-нибудь интересное ответит. Извините, что я без видео, но вот для того, чтобы мы видели, что здесь происходит. Так, серверный у нас проверит и сервак, и проверяет написанный код. Я ему разрешаю все делать, потому что у нас уже защита на уровне текста стоит. Я думаю, что он не сможет туда соавторство прописать. Все остальное там он достаточно четко и правильно прописывает. То есть это я за 21, за $22 купил скорость разработки в том числе. Можно, конечно, вообще не париться по этому поводу. Будет вообще бесплатно. Без соавторства, говорит. Давайте глянем, что там у нас. Вроде бы нормально. Вроде бы хорошо. Так, и мы хотели глянуть. Заходим внутрь. Есть такой пользователь, вводим пароль, все отрабатывает правильно. И происходит... Тут уже правильная верстка тоже по центру. Хорошо, мы отправляем... Так, что написал серверный, читаю. You can only send testing emails to your own email address. To send emails to other recipients, please verify a domain. Угу. Это серверная проблема, не клиентская. То есть сервер, отправляющий сообщение, он не может отправить сообщение конкретно на этот адрес. И я могу отправлять письма только сам себе, допустим, о статусе проекта или еще что-нибудь. Ну вот видите, сейчас опять включу видео. Так, если оно подтянется, если видео подтянется. Так, будем подводить итоги сегодняшнего дня, если видео появится. Ура, я с вами, приветствую. Значит, что получилось? Мы чуть-чуть продвинулись по разработке и сделали, достаточно много шагов. С чем столкнулся, с какой сложностью столкнулся? С тем, что опять серверная часть. То есть там необходимо пройти дополнительные проверки, что я, что я это не спамер, что если я отправляю имейлы на какие-то адреса третьих лиц, то я имею на это право, и меня эти лица на это авторизовали прямыми запросами. Вот, поэтому
надо уже будет там опять ковырять сервер. Ну, так вот, какой-то дополнительный шажок сделал, какой-то плюсик вам сделал в насмотренность айтишечную. Вот. Спасибо, что лайкаете, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что добавляетесь в Telegram. Наше скромное сообщество растет потихонечку. Желаю вам финансового благополучия, создавайте отличные IT-проекты, становитесь богачами, и пусть все получается. Обнимаю, хорошего дня.